Здравствуйте, меня зовут Алексей, я хиропрактик, и сегодня мы поговорим с вами о том, как править позвонок правильно. Очень много вопросов по этому поводу, и самое главное, что в этом надо понимать, это что вы делаете правильный сегмент. Мы возьмем условия по умолчанию. Допустим, вы точно знаете, что есть какой-то из сегментов, мы будем говорить от поясничного до шейного, то есть пока мы шейный не будем трогать. То есть есть какой-то из сегментов, который конкретно болит, вы чувствуете, и у вас нет возможности обратиться к специалисту, либо к врачу, либо проверить, либо посмотреть. А есть только какие-то условия, в которых резко больно, и, допустим, есть человек, который может вам помочь. Вот. Такие ситуации бывают очень часто. И для того, чтобы не навредить, нужно будет следовать нескольким правилам. И одно из этих правил – это, во-первых, удостовериться в том, что позвонок правильный. Как это происходит? Пальпаторно вы проверяете каждый позвоночек отдельно, и по принципу фундамента вы работаете с тем, который болит больше. То есть, допустим, у нас есть два позвонка, и болят оба одинаково, и вы, надавливая, слышите, например, что человек говорит, что здесь больнее, здесь тоже больно, вы работаете с ниже лежащим. Это очень важно понимать. Что у нас принцип фундамента, все, что ниже, является фундаментом для того, что находится выше. Поэтому выбираем тот, который ниже позвонок. И, допустим, в этом сегменте, в этой области вы нашли какой-то позвонок, который человек говорит больно, и вы слышите, что действительно, когда вы надавливаете, есть ограничение движения, и какой-то ниже лежащий больше двигается, чем выше лежащий. Конечно, это приходит с опытом, но в данном случае мы будем ориентироваться на боль и на дискомфорт. Да, допустим, зажало и болит. Далее, второй момент. Очень часто вы видите неправильную корректировку или вправление, когда человек начинает давить вот так вот по бокам. То есть, когда он начинает давить на весь позвонок, при этом он не понимает вверх, вниз, влево, вправо. И он давит не конкретно на сам позвонок, а на его как раз поперечные отростки. Это может быть довольно травматично, во-первых. А во-вторых, при надавливании на какую-то больше из сторон вы можете его еще и провернуть. Поэтому точка коррекции у нас всегда будет остистый позвонок, то есть всегда остистый отросток. То есть мы ставим нашу руку таким образом, чтобы точка и контакт коррекции был на остистом. Вот таким вот образом. То есть мы ставим гороховидную кость на остистый отросток и начинаем его двигать. Это важно. Еще раз. Ставим на остистый. Если это ребенок, тогда точка коррекции у нас два пальца сосцевидных отростка, два больших пальца. То есть мы сдвигаем пальчиками аккуратно. Да? Далее. Теперь смотрим по биомеханике. Что самое важное? Есть два позвонка, есть диск между ними. И наша задача сместить позвонок по линии самого диска, то есть по линии пластинки позвонка. Допустим, мы смещаем вверх лежащий. Что важно при этом помнить, что есть у нас суставы дугоотросчатые, которые нам не позволяют и не пускают сместить позвонок просто вниз. Поэтому нам нужно его толкать слегка вперед, а потом вниз. Зачастую и всегда первый вектор смещения позвонка – это назад, posterior, то есть назад. Всегда, потому что таким образом устроены дугоотросчатые суставы. То есть позвонок не западает вперед. Если вы видите запавший, это значит, что ниже лежащий смещен назад. И поэтому нужно делать ниже лежащий под выше лежащий. Но это другая история. В любом случае мы говорим о том, что если позвонок сместился, то первый вектор смещения это назад. И облегчить состояние человека можно, сместив его вперед.
Но для того, чтобы его свести вперед, еще раз, нам нужно чуть-чуть приподнять его, для того, чтобы он вышел вверх чуть-чуть из дуготрощистых суставов, а потом толкать строго по линии плоскости самого межпозвоночного диска. И третий момент, что важно. Теперь смотрите, наш человек, когда лежит на животе, вы должны понимать и видеть, что линия плоскости каждого позвонка, она имеет определенный вектор. То есть, если мы смотрим, например, на позвонок вверху грудного отдела, то плоскость будет туда. И, соответственно, работать надо слегка наклонив вперед и толкнув в сторону таза позвонок. Да? Но если мы работаем, например, с поясничным отделом, то тут плоскость уходит вниз, и нам нужно толкать вперед и вниз. То есть у нас каждый позвонок имеет определенный вектор плоскости. То есть тут вниз, тут чуть-чуть вверх, потом обратно вниз. Понимаете? То есть смысл в том, что мы толкаем, поднимаем и толкаем вниз. Итак, это все, что касается грудного отдела. При этом толчок должен быть не сильным, а плавным и мягким на выдохе. И область коррекции всегда должна быть несколько выше, чем другие части тела. То есть мы стараемся разместить таким образом человека. Если мы делаем грудной отдел, мы подставляем подушку под грудной отдел. В таком положении больше расслабляется грудной отдел, и мы можем легче делать тот или иной сегмент. Если это поясничный отдел, с поясничным сложнее, поэтому проще ставить человека в позицию на стульчик. Когда грудь упирается на стульчик, а поясница провисает. Выглядит это следующим образом. То есть мы ставим стульчик, человек ложится грудью на стульчик. У меня есть на видео показаны примерно специальный стол, на котором происходит такая коррекция. И человек ложится таким образом, что коленки у него упираются вниз, грудной отдел лежит частично на стульчике, и тогда мы можем конкретно работать по конкретному позвонку легко, потому что в этом случае гравитация будет работать на нас. То есть мы сможем его смещать. И еще раз повторюсь, мы берем просто один единственный вектор, потому что вы помните, еще есть три. Это смещение относительно оси влево-вправо и, соответственно, наклон. Но мы говорим о том, чтобы облегчить острое состояние, когда действительно человеку плохо, и вы видите, что можно это сделать. Поэтому будьте осторожны. Конечно же, обращайтесь всегда к специалистам. Внимательно следите за своим состоянием. И я вас очень прошу, не допускайте до такого состояния, когда нужно к ним обращаться. То есть работайте над собой. Я желаю вам здоровья и спасибо за просмотр.